Здравствуйте! В эфире программа «Глобальный фокус». С вами Дмитрий Бриже. Сегодня мы поговорим о правящих династиях, о тех династиях, которые влияют на те или иные политические и экономические процессы в мире. Посмотрим на Европу, посмотрим на страны Персидского залива и сравним. Сравним, насколько династии имеют влияние на те процессы, которые влияют на жизнь обычных граждан, обычных людей во многих странах мира. И посмотрим также на Европу, которая изменилась в течение нескольких лет. Когда-то в прошлом династии и правящие монархии имели влияние на политические процессы. Сегодня во многом они стали меньше влиять, потому что поменялась политика Европы, поменялись внутренние процессы и поменялся облик Европы. Поэтому сегодня мы эту тему обсудим с нашим экспертом Николаем Полонским, историком и специалистом по правящим династиям. И мы сегодня, конечно, в первом вопросе спросим, именно какую роль сыграл Филипп VI после победы Испании на чемпионате мира. Можно ли говорить, что сегодня главная функция испанского короля заключается в объединении наций и в моменты политических и общественных разногласий? Потому что, несмотря на то, что уже монарх не имеет того влияния, которое имел в прошлом, но он участвует в тех или иных политических процессах. Николай, какие все-таки сегодня, какое влияние имеет монархии и монархи, в принципе, на политические процессы, и как они могут влиять на те или иные процессы? Вот пример, даже тот вопрос, который я задал, первый именно в Испании. Насколько сегодня Филипп VI может влиять на те или иные процессы, и даже если мы говорим про вопрос футбола, вот сегодня, когда мы наблюдали футбольный матч между Испанией и Аргентиной, мы знаем, что там тоже был заложен большой политический вопрос, потому что Аргентина все-таки ближе к Израилю, Испания стала выступать против израильской политики на территории Ближнего Востока. Насколько сегодня эти политические процессы влияют на даже роль монарха? Добрый день, Дмитрий, я приветствую вас, вашу уважаемую аудиторию. Мне очень приятно, что вы пригласили меня для нашей сегодняшней дискуссии. Я надеюсь, что она будет интересна и актуальна, потому что та тема, которую мы сегодня поднимаем, она так или иначе касается миллионов людей по всему миру. С одной стороны, мы можем действительно констатировать, что многие монархии сегодня являются конституционными, то есть фактически там власть действующего монарха не является, соответственно, во всех отношениях какой-то политической, она в большей степени имеет символический характер. Но, как вы уже совершенно также справедливо отметили, и на Ближнем Востоке, если мы будем говорить, это уже ваш регион специализации, это все-таки те семьи, которые до настоящего времени определяют ход многих абсолютно политических процессов, которые имеют геополитический характер, включая там семью Аль-Нахаянов, например, и так дальше. Но ключевой момент вот о том, о чем вы сказали, а именно это чемпионат мира. Понимаете, действительно, почему это очень важный символический момент? Сегодня Испания является монархией, где монарх исключительно символическая персона. Но в том-то и дело, по конституции страны он ни много ни мало является символом, а если быть точнее, даже гарантом территориальной целостности страны. То есть мы с вами знаем вот именно эту проблему, связанную с Каталонией, которая так очень активно достаточно выступает за свое какое-то самоопределение. Но вот именно фигура монарха, она в этом смысле является сдерживающим фактором. И к вопросу о чемпионате мира, только представьте себе, сколько миллионов людей по всему миру смотрело это все событие на всех континентах абсолютно. А что люди видели? Это тоже очень интересный, такой важный, в том числе и политический, пускай и символический пиар. Когда есть король, как символ, объединяющий всю нацию, рядом с ним красавица-жена, королева, и их двое дочерей, причем одна из них, старшая, принцесса Астурийская, будущая королева Испании. Причем, обратите внимание, красный цвет, который доминировал на них вот именно в этот самый момент. Это национальный цвет Испании. Почему все это важно? Потому что любой человек во всем мире, он может быть не знать абсолютной истории Испании, но оказывается, у них там есть король. И вот так он выглядит, а он действительно очень достойный и образцовый. Если мы будем говорить о том, как сегодня политическая элита, пускай не правящая, это тоже очень важный момент, имеет определенное значение, то вот, собственно, король Филипп VI, он объединяет всех испанцев, это его главная, собственно, такая основная задача, и, конечно, он представляет страну вне уже ее рамок. Клавь, то есть в данном случае в Соединенных Штатах, да, когда этот чемпионат происходил. И все смотрят и восхищаются, безусловно, вот этой образцовой королевской семьей. И это большие очки для Испании, как для государства, что у этой страны есть такая династия.
Насколько сегодня вообще значимость есть у этих семей? Потому что во многом мы знаем, были разные политические процессы. Вот в России 17-й год повлиял на те или иные политические процессы. Во многих странах также были революции, восстания. Насколько сегодня, в принципе, есть какое-то влияние у монархов, у правящих династий? Потому что во многом, да, мы знаем, что они потеряли ту или иную роль во многих странах, в Турции, там, в России, во многих странах Европы. Насколько сегодня сохранилось это влияние вообще, и что происходит именно в этих кругах, именно, не знаю, там, монархистов, либо тех людей, которые до сих пор как-то верят в монархию, в эту политическую концепцию, которая во многом уже где-то потеряла свою значимость, а где-то до сих пор сохраняется. Вот, например, страны Персидского залива, либо некоторые азиатские страны. Спасибо вам, Дмитрий, за этот очень интересный вопрос. Мы даже можем на него посмотреть в таком широком формате. В конце 19 века, в начале 20 века жили такие очень известные социологи, которые занимались именно вопросами элит наследственных. Это Вальфредо Парето и Моска, они итальянцы, причем Парето, он сам маркиз, то есть он знал, о чем говорил, у нас наследственная элита сам происходит. И вот, собственно, они уже тогда обозначили два таких самых главных вектора. Получается, есть наследственная элита правящая, то есть которая определяет политическое развитие страны, и есть неправящая, то есть это элита в более широком смысле этого слова. Это финансовая элита, это экономическая, это элита интеллектуальная и культурная, и она тоже очень многое, что в данном случае может определять. Но если мы говорим о европейской традиции, то вы знаете, что интересно? Вот сегодня есть 10 монархий, представленных в странах Западной Европы. Причем две надо отметить особенно. Если все остальные, они в большей степени символические, хотя надо сказать, что в Великобритании мало можно говорить об этом, потому что все законодательство страны, оно сводится именно к фигуре самого монарха, и даже водительские права, когда человек в Великобритании получает, это все по воле как бы монарха происходит. Но важный аспект следующий. Вот есть два княжества, они небольшие, это Лихтенштейн и Монако. Да? Но в данном случае почему они так важны? Потому что в отличие от всех остальных, где монархи, они в большей степени символичны, то вот там они являются реально правящими. А тем более, что есть частный банк семьи Лихтенштейнов, а это огромные миллионы, если не миллиарды евро, которые там находятся, причем это частные деньги, никто не знает вообще, кто, собственно, является теми людьми, кто эти деньги там хранит, но сам факт. Эта банковская система Лихтенштейна, выстроена по образу и подобию швейцарских банков. Тем более, что это княжеская семья, то есть это стандарт, это определенный уже в данном случае момент авторитета, то есть с нашими деньгами ничего не произойдет, за них отвечает уже правящий князь. И вот еще важный тоже момент. Монако, где, смотрите, нынешний князь Альберт II, кстати, очень дружен всегда был с политической элитой России, несмотря на санкции и так далее. А ведь почему? Потому что у него тоже есть определенные интересы в этом смысле. Много русского капитала, бизнеса так или иначе представлено в Монако. Насколько сегодня они справедливо распределяются этими финансами? Потому что мы знаем, что многие восстания и революции произошли именно из-за того, что люди видели некую несправедливость, то, что была некая элита, которая была далека от народа, далека от масс. Да. А насколько сегодня те монархии, которые сохранились, они распределяют финансы справедливо? Скажем, даже вот страны Персидского залива, так как я знаю, что вы постоянно выступаете на темы, связанные с правящими династиями стран Персидского залива, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовской Аравии, насколько сегодня они распределяют те или иные финансы справедливо с населением, помогают ли населению? И вот если мы говорим про Европу, вот что вы можете тоже рассказать и сказать про правящие династии, монархии именно в странах Европы? Ну, здесь, понимаете, у вас два таких вопроса, они диаметрально противоположны, и в данном случае я бы хотел все-таки еще ответить на предыдущий вопрос, это тогда, собственно, и будет логический ответ на то, о чем вы меня спрашиваете. Вот если мы говорим с вами о странах именно Ближнего Востока, то здесь все достаточно четко и обозначено. То есть, когда мы говорим о монархиях, в данном случае арабского мира, то это тоже очень интересный такой пример. Заметьте, ни одна другая страна, скажем так, ни одна другая монархическая система ни в каких других регионах мира она не сохранила вот этот абсолютистский такой характер своей власти, природу своей власти, как это именно в странах мусульманского мира, даже в широком смысле. Можем посмотреть, за исключением только Малайзии. В Брунее, например, там тоже есть султан, который правит абсолютно, и ни у кого не вызывает даже сомнения в том, что он таким и должен оставаться. Что касается арабского мира, то в данном случае, конечно, лучше всего этот, знаете, вопрос спросить у самих граждан, которые живут, и у них есть эти заветные паспорта Объединенных Арабских Эмиратов,
Эмиратов, Катара, Кувейта, Бахрейна. Кстати, хочу отметить, что, например, в Катаре, Эмирате, где недавно скончался, строитель вот этого экономического чуда, шейх Хамад бен Халифа Аль-Тани, то, вот понимаете, там получается так, что если вы можете доказать свое происхождение еще с 20-х годов 20 века, если ваши предки жили на территории вот этого полуострова, Катар, да, то, получается, вы имеете право на паспорт. А что это такое? Это гарант вашего экономического, очень хорошего финансового положения. Государство всегда вас поддерживает. То есть люди имеют право, имеющие паспорта этих арабских монархий, на бесплатную систему здравоохранения. Это разве плохо? Они могут получать великолепное образование за пределами своей страны. Для них открыты самые лучшие вузы. К тому же это поддержка, когда вы создаете семью. Также вы можете получить, рассчитывать на эту поддержку, если у вас рождаются дети, государство вас обеспечивает этим имуществом. И кроме того, вот такое понятие, как безвозмездный кредит. Когда вам действительно это нужно, государство вам дает эти деньги. Николай, наверное, все-таки это отличается от стран Европы, потому что там все-таки есть исламское финансирование, то есть исламская модель финансов, там, которая выстроена уже много лет, еще там, с периода халифата, поэтому там немного другая финансовая модель. В Европе немного другая модель, то есть проблема то, что элита не участвует в тех или иных политических процессах, где участвуют массы, то есть местное население. Вот, что да, Дмитрий, вы совершенно сказать? верно отметили. Дело все в том, что задачи у этой политической элиты на Востоке и в Европе, они абсолютно диаметрально различны. Если мы говорим о странах арабского мира, то они хозяева на своих землях. И в данном случае взаимоотношения между их гражданами, в данном случае даже не совсем корректно будет их назвать гражданами, потому что это их подданные. И вот именно такая форма взаимоотношений. Я правитель, я тебе даю все, чтобы тебе жилось хорошо, но ты не вмешиваешься в политику. Это прерогатива именно моей семьи, моей династии, будь то Аль-Нахаян, Аль-Мактум, там, Аль-Тани и так далее. Если мы говорим о Европе, это уже другая совершенно ситуация. Здесь, наоборот, народ определяет, по сути, ту политическую систему, которая там есть. Если хочет, выступает за монархию. Если монархия в каком-то отношении проигрывает, то народ всегда может сказать: а мы недовольны тобою, король, уходи. И это происходило на протяжении истории Европы, на протяжении долгого времени. Но почему сегодня монархии так нужны для Западной Европы? Это тоже хороший актуальный вопрос, чтобы задуматься. Во-первых, это прежде всего символы национальной культуры и идентичности. Они тоже очень важны в этом отношении. Они объединяют нацию и спасают ее от возможных даже распадов каких-то государств. Допустим, да, та же самая Испания, король объединяет и каталонцев, и всех остальных. В Бельгии тоже самое, проблема Фландрии и Валлонии. Король — объединяющее начало для всех. И к тому же, для государства прежде всего, да, и к тому же не будем забывать о том, что это арбитр. Когда идут определенные политические какие-то состязания, схватки, неразберихи, то вот монарх, он как третейский судья, он занимается тем, что вот, собственно, проводит консультации с лидерами оппозиции и так далее, пытается найти определенное решение сложной ситуации. Кроме того, это обеспечивает всячески стран от этих стран с монархической формы правления, уже защиту им дает от каких-то возможных диктатур, потому что таким образом, как монарх уже символическая персона, он во главе государства находится, пускай и символично. Никто не может взять и сказать, что я там самый главный. И потом давайте тоже обратимся к этому. А именно это то, что монархи сегодня в Европе, они символы, прежде всего, бескорыстного служения интересам своего государства. Они это делают не за дворцы, не за какие-то яхты или еще что-то. У них это и так все есть. Они родились во дворцах. И поэтому возмущением было большим вот именно встречено... Помните, когда в 2020 год тогда принц Гарри отказался от своего желания работать. Ну, он не от престола отказался, он отказался от того, что он не хочет просто работать на свою страну, хочет жить частной жизнью. И вот тогда британцы не поняли. А, кстати, заметьте, у него был огромный рейтинг, там 80% фактически. Он был один из самых любимчиков в королевской семье. Но когда он это с женой сделал и сказал, что я не хочу служить интересам Британии, хочу жить своей частной жизнью, вот тогда британцы и сегодня дают какой результат? 4-5% популярности. Представьте себе, какое падение. Это, конечно, говорит о том, что система правления во многих странах меняется, во многих странах также те или иные политические процессы влияют. И вот тема связана с файлами Эпштейна. Сегодня также повлияла на Великобританию, как я понимаю, и также повлияла на ряд других стран. Вот что вы можете рассказать о том, что некоторые из правящих семей династии
были участниками и нашли их в рамках файлов Эпштейна, как это повлияло на, в принципе, правящие монархии, династии и какие последствия из-за этого? Действительно, вопрос очень актуальный и интересный в каком отношении. Такого никогда не было в истории Великобритании. Только представьте себе, член королевской фамилии, бывший уже принц Эндрю, потому что он лишился в результате вот этого скандала своего титула. Такого еще не было никогда. Он не только был лишен своего титула, причем и всех всевозможных иных титулатур, сегодня он абсолютно нерукопожатная персона. То есть ни один приличный дом в Великобритании его не хочет видеть, потому что он токсичен. А именно предъявлены очень многие были обвинения ему по части уже взаимоотношений такого интимного порядка с несовершеннолетней дамой. Ну, а это, казалось бы, такая личная история, но она в данном случае всплыла в результате, вот в том числе, скандалов с Вирджинией Джуфре. И, конечно, файлы Эпштейна, они, понимаете, раскрыли этого человека, члена династии, еще с другой позиции, потому что он был официальным представителем государства по экономическим вопросам. И когда он находился в Китае с официальной поездкой, он консультировался с людьми Эпштейна относительно того, какие решения ему по бизнесу принимать. То есть он им раскрывал фактически государственные секреты. Вот еще одно обвинение, которое сейчас ему предъявлено, это именно по части вот разглашения фактически государственной тайны. Это, конечно, привело к тому, что, смотрите, сегодняшняя уже монархия как на это реагирует? Король Чарльз мог бы этого не делать, но он опубликовал полностью все данные относительно своей налоговой декларации, за что он уплатил налоги. Хотя официально король Великобритании, он может вообще не платить налоги. Это его личное желание. Но он понимает, что ситуация очень сложная. Надо выстраивать сейчас взаимоотношения с обществом на совершенно иных принципах. Я в максимальной отношении хочу показать вам, обществу, что я такой же, как вы. Вот не случайно он сказал о том, что я болен, да, действительно, у меня болезнь. А ведь его мама Елизавета II, она о чем всегда говорила? Никогда не жалуйся и никогда не оправдывайся. А вот он, получается, пожаловался. Но тем самым он показал себя как человек. Это тоже очень важный момент. И вот еще уже завершая ответ на ваш вопрос, конечно, самый, наверное, такой громкий скандал после Великобритании – это Норвегия. Потому что там ситуация вообще очень непростая. Есть наследный принц Хокон Магнус. Норвегия – это конституционная монархия. Король там ничего не определяет, он символ страны. Вот у этого короля Харальда V, старший сын, Хокон Магнус женился на девушке из народа. То есть фактически она Золушка. Причем он взял ее в жены, уже будучи матерью. Она уже имела ребенка. И вот это, конечно, причем ранее она не состояла во взаимоотношениях ни с каким мужчиной в официальном браке. Это, конечно, был уже тогда большой скандал. Но она извинилась за свое такое, в общем-то, жизненное поведение, потому что она ж не думала, что выйдет замуж за наследного принца. Но в итоге получилось так, что ей народ дал шанс быть своей кронпринцессой. Она жена наследника престола. Она родила своему мужу 2 их законных детей, но попала в файлы Эпштейна, потому что, оказывается, она признавалась в них, как выяснилось, что ей ее статусная роль не симпатична, неинтересна, скучна. И вообще она даже отдыхала на его острове. Вот представьте себе, жена будущего короля Норвегии отдыхает на острове Эпштейна. Зачем она там вообще была, собственно, необходима и для каких целей? Конечно, это вызвало бурю негодования, но, видите, вот сейчас вот небольшая ситуация, связанная еще с чем. Ее сын, вот тот самый, который вне брака был рожден от ее еще предыдущих отношений, Мариус Хойби, он получил, в общем-то, тюремное заключение за там ряд своих проступков, это изнасилование и так далее, но он не член королевской фамилии. Но это все равно отражается на популярности самой династии. Но вопрос в том, что, представьте себе, этот мальчик, вот это уже такой далеко даже не мальчик, может, за 20 лет, но он получил условное наказание. То есть он будет жить рядом с королевским дворцом, а не в тюрьме, вообще-то, по общепринятому в данном случае уже законодательству для всех остальных. И вот это разделило сегодня норвежское общество, потому что одна сторона говорит о том, что мы не хотим видеть такую монархию, даже народную, но вообще-то другие говорят, что, ну как, они тоже люди,
они могут ошибаться. То есть, понимаете, до настоящего времени, несмотря на то, что вы, казалось бы, являетесь во всех смыслах близкими к народу по сути своей, вы об этом говорите, получается так, что вот этот диссонанс, ваш проступок один может повлиять на снижение рейтинга всей монархической институции в отдельно взятой стране, как сегодня мы это наблюдаем в Норвегии. Возможно, кстати, в Соединенных Штатах Америки решили этот вопрос из-за войны на территории Ближнего Востока, из-за войны между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран, потому что, как мы видели, президент США Дональд Трамп и некоторые даже из администрации президента США попались в файлы Эпштейна, но те события, которые наблюдаются сейчас в мире, они как бы закрыли эту тему, прикрыли эту тему на какой-то период времени. Вот вы как раз сейчас указали и говорили о Норвегии. Что означает судебный процесс и приговор, который мы наблюдаем сейчас над наследной принцессой Норвегии, и как дальше это повлияет на ситуацию именно именно на правящую династию, потому что все-таки любые процессы судебные, они всегда влияют на имидж, потому что когда против правящей династии идут какие-то судебные дела, это значит некое недоверие потом со стороны народа, потому что если там кто-то попал в файл Эпштейна, кто-то нарушил закон, это говорит то, что этот формат Божьего помазанника нарушается здесь, и вот что дальше, как все это будет происходить, и насколько это будет влиять на как бы стабильность политической системы в Норвегии. Это вообще замечательный вопрос, о котором вы сейчас сказали. Вы упомянули ключевой момент. Помазанник Божий, да, вот, казалось бы, такое очень тоже нам знакомое определение. Что это такое вообще? Церемония коронации, она предполагала самое главное, свое сущностное составляющее. Это помазание на царство, то есть это таинство, которое сегодня совершает только лишь один из всех монархов Европы. Это король Великобритании. Да. И причем, надо сказать, что вот этот елей, он же ведь был передан вот уже в Лондон архиепископом, ни много ни мало, это нынешний Константинопольский патриархат, он, собственно, передал, хотя этот елей, он вообще с Илионской горы еще. Представляете, оливки? Представляете, вот какая связь? Николай, возможно, это тоже было еще в Османской империи, формат типа представитель Бога на земле. Именно конечно, безусловно, да, то есть султан, он вообще, как он получается, тень Аллаха на земле, да. Это вообще его в данном случае очень важная составляющая, халиф, да, это уж тем более предводитель всех правоверных, и они очень в этом смысле, конечно же, гордились этим, представители Османской династии, что у них такая титулатура есть. Но, понимаете, вот здесь мы можем посмотреть на эту ситуацию, о которой вы сейчас сказали, достаточно даже в более широком таком смысле. Понимаете, вот эти все проблемы, связанные с попаданием файлов Эпштейна, туда-сюда и так далее, вообще какие-то недостойные действия представителей элиты, вот в данном случае поднимают такую проблему очень актуальную, как кризис элиты в современности. А почему он происходит? Потому что в эту самую элиту, с одной стороны, вот исходя из теории того же самого Парето, должны новые какие-то люди приходить. Иначе элита замкнется, и она просто станет каким-то анахронизмом, она не сможет дальше развиваться. Но вот на примере Норвегии мы видим очень неудачный случай, когда женщина из народа приходит в эту самую элиту и вообще не понимает, что от нее требуется. Она могла бы исполнять свои обязанности достойным образом. Почему? Ведь это образец. Вот для чего нужна сегодня монархия в Европе? Она должна быть образцом для подражания в самом лучшем смысле этого слова. Как одеваться, как себя вести, как правильно общаться, как себя подавать миру. А в данном случае, вот понимаете, такой очень серьезный диссонанс. И, конечно же, вот как это все может отразиться на перспективах. Но, понимаете, Мэтт Марет, наследная принцесса, она сама не подверглась судебному преследованию. Это вот, собственно, ее сын от предыдущих отношений. Она сама была вынуждена, ну, как бы вам сказать, принести такие извинения публичные обществу, что она не знала, как она утверждает, что вот Эпштейн такой плохой человек. Хотя на самом деле, как уже файлы Эпштейна показывают, она с ним общалась уже и после того, как она реально узнала о том, какой он плохой человек. То есть ее на лжи в данном случае и уже поймали. Поэтому, конечно, вот мы с вами являемся свидетелями того, как в отдельных странах Европы вот происходят эти процессы кризиса очень серьезного элит, но в данном случае, понимаете, очень важно отметить и такие факторы. Вот мы с вами уже упомянули Испанию. Это, наоборот, иной такой пример. Когда есть образцовый король, там к нему не подкопаешься, он
исключительно достойным образом исполняет свои конституционные обязанности, как и все члены его семьи ближайшие, за исключением сестер. Вот там одна из них, инфанта Кристина, она с мужем подверглась судебным преследованиям, понимаете? И вот это такая тень на нынешнего короля, что он даже с сестрой своей, Кристиной, не видится. Они вместе никогда не появляются уже. И вот последнее, что здесь надо отметить, вы знаете, вот эти файлы Эпштейна, они как раз-таки показали очень серьезную уязвимость правящих элит вообще во всем мире. И вот это еще раз, мне кажется, хорошая возможность задуматься представителям элиты о том, как они себя ведут, с кем они переписываются, что они кому присылают. Это для нас всех даже может быть хорошим уроком, потому что мы все можем оказаться так или иначе в такой же ситуации. Вы поднимали тему Монако, и у меня есть к вам вопрос, почему князь Альберт II до сих пор сохраняет отношения с российским бизнесом, с российскими предпринимателями, несмотря на все санкции страны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Какая выгода им с этого, с точки зрения экономики, с точки зрения торговли? Потому что, как мы видим, что в разной стране разная политика по отношению к России, а так как наши зрители в большинстве из Российской Федерации, им было бы интересно узнать именно политику князя Монако, насколько князь Монако сегодня все-таки сохраняет это отношение с Россией, насколько вообще сегодня правящие династии в Европе, они как-то имеют отношение с Российской Федерацией, либо через там, представителей, миграция, которая находится, иммигрантов, которые находятся на территории Европы, либо через там, бизнес, какие-то проекты и через какие-то платформы. Спасибо вам большое, Дмитрий, за вопрос. Вот вы как специалист по Ближнему Востоку, тем более представляете себе, насколько имеет очень большое значение фигура нынешнего президента Объединенных Арабских Эмиратов для этой страны. Да, Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян, человек, имеющий колоссально большое значение и авторитет. Но, понимаете, вот пример семей Аль-Нахаян и Аль-Мактум, вообще создание самой этой всей федерации, Объединенные Арабские Эмираты, это во многом есть следствие такой же самой проводимой политики, которая была на протяжении очень долгого времени только в Монако. Она началась еще в середине 19 века. То есть, когда мы из ничего создаем конфетку, и мы хотим, чтобы к нам приезжали, и у нас, собственно, люди проводили хорошо время. Они находились в таких роскошных апартаментах. Вы знаете, замечательная компания была такая основана, вот замечательная для вот именно нынешнего князя Альберта II Монакского, Société des Bains de Meurs. Эта компания в 60-е годы 19 века появляется с какой целью? Значит, контрольный пакет акций изначально принадлежал не представителям княжеской семьи Гримальди, а такой был Франсуа Бланк, вот он был хозяином. А потом при Ренье III уже в 20 веке контрольный пакет оказался у княжеской семьи. А почему это так важно? Контрольный пакет акций зачем? Компании, которая принадлежит, вот вдумайтесь в это, казино Монте-Карло, это опера Монте-Карло, и это еще грандиозный отель, 5-звездочный Монте-Карло. Это то, чем владеет нынешний князь Монако. Представляете себе, какие это его капиталы личные, это не государственные, это то, что аккумулирует его семья. Плюс династические браки, очень выгодные члены его семьи с представителями крупного бизнеса. То есть там, знаете, есть такой в северной итальянской части традиционный, я бы сказал, принцип альберго. Что он подразумевает? Это когда один клан работает на общую выгоду для, собственно, своих финансовых интересов. Когда для них финансовые интересы, они выше каких-то политических разногласий. Евросоюз, он может сколько угодно там, ругаться с Россией, с еще какими-то странами. Это их не касается. Вообще Монако — это не член Евросоюза, так, на секундочку. Это суверенное государство. Да, но они политика входят... Европы все-таки влияет. Безусловно, влияют, поэтому, безусловно, там приходится с оглядкой смотреть на Европейский Союз. И, кстати, это была большая проблема для князя Ренье III, это отец нынешнего Альберта II, когда генерал де Голь в свое время сказал, вот не будете выполнять требования по налогообложению такие, какие для французской стороны выгода, знаете, выгодно, что мы сделаем для Монако? Отключим газ. Отключим вообще вам энергоснабжение и водоснабжение, потому что это все идет из Франции к ним. Вот тогда так вот Европа надавила на Монако. Но, понимаете, нынешний князь Альберт II, он большой друг Владимира Путина, они сколько раз встречались, ездили на различные мероприятия. Вообще он спортсмен, Альберт II, их тоже их в этом смысле, они люди спортивные, это их объединяет. И, конечно, большой спектр интересов представлен в бизнесе, безусловно. Зачем же терять хороших инвесторов? А это так важно для экономики Монако. Поэтому
Поэтому санкции с санкциями, это пусть одни там где-то в остальных странах по отношению к России так себя ведут, а нам выгодно дружить с теми людьми, кому мы можем быть интересны, привлекательны. Поэтому в этом смысле, вы знаете, Лазурный берег и Монако, безусловно, наверное, такая одна из немногих гаваней современной западноевропейской линии, которая очень хорошо, будем говорить так прямо, относится и будет относиться всегда к России. Если мы говорим о будущем, в принципе, Европы с точки зрения политического будущего, потому что во многих странах происходят некие изменения. Сегодня во многих странах мы видим то, что меняется состав местного населения, во многом из-за того, что большой поток мигрантов из стран Ближнего Востока, из Африки. Какое будущее ждет Европу с точки зрения политической системы? То есть сохранятся ли действующие монархии, будет ли у них какое-то политическое влияние, либо все-таки все поменяется в ближайшем будущем с точки зрения политики Европейского Союза, с точки зрения, мы знаем, что не все стоят в Европейском Союзе, в принципе, политика Европы будет ли меняться сегодня? Потому что мы видим определенный сейчас уровень высокой эскалации между Россией и странами Европейского Союза. И это тоже влияет на стабильность этих стран из-за тоже некоторых экономических проблем, из-за миграционной политики. Поменяется ли, в принципе, политика этих стран, потому что, например, сегодня Великобритания во многом будет менять свою политику по отношению к мусульман в этих странах. То есть мы видим то, что потихоньку эти страны делают так, чтобы в их политической жизни участвовали мигранты, участвовали мусульмане. Вот именно с этой точки зрения, какое будущее ждет этих стран? Поменяется ли их облик в ближайшем будущем, в течение 5-10 лет? Да, Дмитрий, вы вот сейчас задали такой важный, точный и, как мне кажется, как никогда актуальный вопрос, потому что когда мы путешествуем по миру, мы видим вообще, как он меняется, как он становится именно таким глобальным, что ли, глобализм, он наступает так или иначе. Если мы совсем вот будем где-то в каком-то уж совсем таком закрытом государстве, как, например, вот есть такое королевство Бутан, там тоже, знаете ли, есть такой свой король, который вообще не пускает лишних туристов на свою территорию. Но вот они живут, у них там есть свой даже такой, знаете, институт Министерства счастья. Вот чтобы счастью не мешали какие-то туристы. Вот и в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну вот это тоже очень хорошая такая линия, да, чтобы благополучие и в этом смысле, соответственно, было у общества. Но смотрите, вот вы говорите об изменениях, но они уже есть, мы с вами можем их наблюдать абсолютно. И, кстати говоря, вы знаете, они очень фундаментальный характер носят. Значит, будущий король Великобритании, нынешний наследный принц Уэльский Уильям, он уже не будет такую клятву произносить, которая подразумевает следующее, что он является защитником именно христианской веры, ничего подобного. Будет новая у него уже клятва, что он защитник всех конфессий, которые, соответственно, представлены на территории Великобритании. Это вообще фундаментальная основа этих изменений. Такого не было вообще тысячелетия целое, что есть британская монархия из себя представляет. Представляете, это вот к вопросу о тех изменениях, которые происходят. Тем более не будем забывать и о том, что вот король Испании, уже упомянутый Филипп VI, он отказался от своего официального титула – католического монарха. А ведь это очень важная составляющая. Еще в конце аж XVI века, тогда, если даже не ошибаюсь, может, раньше даже это было где-то, был такой Александр VI Борджиа, он испанец по происхождению, папа римский. Да, это, кстати, это конец 15-16 века. Он даровал официальный титул испанским монархам, что они католические монархи. Филипп VI от этого отказался. То есть сегодня, Николай, можно сказать, что христианство теряет свое влияние на Европу, и будет полностью меняться Европа в течение 5-10 лет. То есть та христианская Европа, которая была в прошлом, она уже не будет той, она уже будет совсем другой. Безусловно, вот это есть очень большая проблема, с одной стороны, но это есть и определенные вызовы современности, мы от этого никуда не избавимся. Любая страна, тем более большая, крупная, привлекательная для людей из разных стран, она объединяет людей так или иначе. Хотя между ними вот это объединение очень сложно можно наблюдать. Но это же будет менять полностью культуру. То есть сегодня Великобритания, которая представляла какой-то христианский мир, она уже не будет представлять христианский мир, это уже будут мигранты,
претенденты, это будут люди из Индии, из Пакистана, из стран Ближнего Востока, которые будут представлять эту страну на международной арене и даже в рамках внутренней политики. Сегодня во многом внутренней политики этих стран мы видим представителей Ближнего Востока и Индии, и Пакистана. А помните Рашида Дати, очень известный политик и современный, тоже во Франции, она тоже имеет, так сказать, арабское происхождение. То есть это к вопросу о том, что здесь вообще является первоосновой. Вот смотрите, во Франции главное — это не национальность как таковая. Здесь главное, если вы, гражданин, исповедуете вот этот такой важный принцип, еще революционный, конца XVIII века — свобода, равенство и братство. Вот если вы верны этим принципам, значит, вы французский гражданин, и нам нету, в общем, дела до вашей национальности и конфессии. Поэтому сегодня во Франции такое большое количество людей из разных абсолютно стран. Вот что касается таких католических особенно стран, то это вообще особенно интересно, потому что вот, знаете, такими оплодами небольшими, я бы сказал, все-таки еще такого традиционализма остаются, ну вот по моим наблюдениям, я был очевидцем этого, например, это такой регион в Германии, как Бавария. Там действительно в церквях есть люди. А вот если мы находимся даже в Италии или, например, в той же Испании, уж казалось бы, католической стране, то вы вряд ли там найдете большое количество людей даже на воскресной мессе. И это к вопросу о том, что, вот смотрите, север Европы, мы сегодня уже Норвегию упомянули с вами, а если мы посмотрим по статистике, это 97-98% атеистического населения. То есть как? Они могут признавать то, что относится к христианской культуре, но на самом деле церковь они не посещают. Это Швеция, это Норвегия, это Дания. То есть в данном случае это очень серьезный кризис для христианства, и здесь, наверное, надо вот тоже думать о том, прежде всего этим странам, это их уже внутренние проблемы, как в данном случае объединять людей, потому что, естественно, что придут люди, и они уже приходят, они представляют другую культуру, другую традицию, надо с ними находить общий язык, и это не кто-то там, кто пришел, а это уже граждане вашей страны, у которых такие же права. Поэтому, безусловно, я уверен абсолютно, мы будем наблюдать за тем, как прежде всего, представительских органах власти на всех уровнях в Европе будет еще в большем количестве преобладать вот, собственно, такая вот достаточно многогранная суть людей разных культур. Она там будет, безусловно, она уже сейчас есть и будет только увеличиваться, а это будет влиять, конечно, на принятие политических решений. У меня немного есть к вам политический вопрос, потому что мы знаем, что во многих странах Европы есть где в стране популярны правые движения, политические партии, есть где левые. Вот пример. Например, в Испании правящая сейчас партия, она левая. В Италии политическая партия, она правая. В чем, как вообще, в принципе, сегодня построена политическая жизнь в Европе? С точки зрения, да, мы знаем, что во многих странах монархия есть где-то, но мы, например, видим, там доминирует левый, либо наоборот, правый. В чем причина вот такого разделения в Европе? Связано ли это с экономикой, с некой историей? То есть в чем причина того, что сегодня во многих странах разные политические партии доминируют? Где-то правые, где-то левые. Почему, например, в Испании сейчас левые доминируют и поднимают ту или иную повестку справедливости, там, именно против политики Израиля, не знаю. А вот в Италии сегодня больше правые, которые ведут иную политику. Понимаете, вот это почему такая тема интересная, потому что она в данном случае упирается в вот эти такие естественные демократические качели. Они могут быть, и они обозначены, кстати, самой сутью вот этих всех политических уже структур, институций стран Западной Европы. Посмотрите, если мы на них вот так вот трезво посмотрим, что мы там увидим? Ведь никто фактически не является президентской республикой. Какая там только, может, Францию можем обозначить. Все остальные либо монархии, либо парламентские республики, где вообще действующий президент, он в большей степени носит какой-то такой символический характер. Вот кто там помнит и знает, как зовут президента Германии или Австрии, или там каких-то еще отдельных стран, или Италии той же самой, да? Все определяет премьер-министр. То есть, опять-таки же, идет состязание партий. Та партия, которая показывает, во всяком случае, свои успехи в рамках уже нахождения у власти, вот, собственно, она и добивается своих определенных результатов. Если нет, пожалуйста, другая партия, она побеждает. То есть, это такой естественный политический процесс. Я бы, кстати говоря, даже не приписывал
им, вот на мой личный взгляд, какие-то определенные особенности или черты, хотя, с другой стороны, понимаете, вот казалось бы, когда идет речь об Испании, все-таки вот там очень сильна вот эта вот сегодня повестка антифранкистская во всех отношениях. Кто такой Франко? Да, правый такой диктатор. И сегодня, если вы что-то говорите там по части уже какого-то привата ему, то вам, в общем-то, не сдобровать в Испании. И в этом смысле вот эта повестка правая, она сама по себе уже уходит. И на протяжении уже, смотрите, скольких там десятилетий у власти находятся именно представители левых. Это там и Сапатера, там это и нынешний Санчес и так дальше. То есть, конечно, очень левеет сегодня, надо сказать, в целом Европа, еще, наверное, потому что, может быть, какие-то вот эти процессы, связанные с такими явлениями, как, я не знаю, зеленые или так далее. Вот это все, понимаете, как-то вот в большей степени людей касается. Может быть, они так вот считают, что это апелляция к их каких-то, к их потребностям, что ли, таких социальным в большем смысле, потому что левые партии — это всегда какие-то, понимаете, очень такие вот социальные у них есть предложения для общества, хотя если общество в этом разочаровывается, они выбирают, наоборот, других совершенно для себя людей. То есть, опять-таки же, мы являемся свидетелями естественных процессов. Я бы вот не стал им приписывать какие-то, ну что ли, да, не знаю, подковерную какую-то игру. У меня как раз вопрос связан с теми процессами, изменениями, которые сейчас наблюдаются в Европе. Вот именно вопрос даже о заметном браке между представителем немецкой европейской аристократии и наследником индийского княжеского рода. Вот что вы можете рассказать про это? Насколько это, в принципе, влияет на правящие династии в Европе? Может ли это произойти еще с другими там правящими династиями или семьями, либо аристократами? И как это дальше будет влиять тоже на облик христианской Европы, потому что мы всегда, многие представляют, что Европа все-таки она связана с христианством. Сегодня уже все поменялось. Вот что дальше будет? Конечно, Дмитрий, вы сейчас упомянули очень такой совершенно неизвестный факт. Я абсолютно уверен, и он действительно не может быть широко известный, потому что такое очень частное дело. Действительно, мы сейчас, вот исследователи династии, можем констатировать следующее, чего не было на протяжении аж целого, буквально там ни одного, даже до более тысячелетия такого никогда не было. Чтобы представительница старинной, христианской, графской в данном случае фамилии Европы, такие графы фон Эльц, немецкая семья, имеющая очень тесную связь с баварской королевской фамилией, потому что, в частности, графиня фон Эльц, она дочь принцессы Баварии, и она вышла замуж за представителя Махараджей, представителя правящей династии Раджастана. Это такой вот северный штат нынешней Индии. Кстати, там очень сохранены вот эти все прежние владетели, у них большие дворцы и так далее. То есть, понимаете, впервые в истории оказывается так, что европейская знать напрямую породнилась династически со знатью совершенно иной культурной причина? Из-за цивилизации. финансов, либо из-за Вы знаете, чего? здесь вопрос в каком отношении? Вот здесь мы опять-таки же упираемся в наш краеугольный камень, о чем мы сегодня и говорим, о политических элитах и о элитах как таковых. И здесь, конечно, вот пример того, как элиты разных культур сегодня, находясь в равном статусе, заключают вот этот межкультурный брак. Почему? Опять-таки же глобализм. Это общение, это различные мероприятия, потому что, допустим, у этого жениха, который с этой семьи из Раджастана, его кузен — это известный Махараджа Джайпура, один из богатейших людей Индии. Он завсегдатай светской жизни Европы. Он близкий друг британской королевской фамилии, британской элиты. Они все общаются. То есть к вопросу мы уже можем с вами сделать вывод, что, оказывается, элита мировая, пускай она наследственная, может быть, даже не правящая, но, тем не менее, это элита, у которых есть, вот у этих представителей элиты, свои, будем говорить так, клубы по интересам, свои тусовки. А вы знаете, в свое время вышла еще в конце 19-го, начале 20 века замечательная немецкая книга «Тайная дипломатия». Что это такое? Это книга немецкая, посвященная тому, как вот эти все представители элитных семей, они встречаются и в этом закулисье во многом определяют ту или иную стратегию, отношения к чему-то, к какому-то вопросу, финансовой поддержки той или иной какой-то политической элиты. Понимаете? То есть мы, может быть, так вот напрямую их и не знаем, и не видим, что называется, но в целом, оказывается, вот эти люди, они могут влиять на серьезные процессы. Тем более, когда идет речь о, скажем, представителях, пускай не аристократии, но финансовой элиты. Это Рокфеллеры, это Ротшильды. А, кстати, Ротшильды — это вообще такая уже даже аристократия английская. И с ней породниться
тоже очень многие бы хотели уж там все равно из каких цивилизаций. Это же большие финансовые, прежде всего, потоки влияния. И вот, вы знаете, вот к вопросу о том, как это будет меняться. Уже меняется очень серьезно на протяжении последних 30 лет. Вот в середине 90-х годов датский принц Йоаким, это младший сын королевы прежней Маргреты II, он женился на девушке, имеющей происхождение азиатское. Принцесса, его супруга, бывшая уже, они развелись, она имела корни из Гонконга. То есть вот вдумайтесь в это. Да, у них 2 детей, это тоже представители королевской семьи Дании. То есть, и, кстати, князь Лихтенштейна, нынешний Ханс Адам II, он дал добро на то, что в 2000 году его сын Максимилиан женился на даме из Панамы, а она вообще чернокожая. То есть это к вопросу, у них внук, да, вот у нынешнего князя Лихтенштейнского, получается, он тоже принц Лихтенштейнский, только он чернокожий принц наполовину, вот такой вот, да. То есть, конечно же, и элита правящая, наследственная, она, безусловно, будет меняться. Мы это уже наблюдаем сегодня, и, наверное, это и есть констатация тех процессов, которые неизбежны сегодня. И мы можем наблюдать за тем, как многие такие межконфессиональные, межэтнические браки, они не из элиты, но, тем не менее, тоже осуществляются среди граждан европейских государств. А у меня вопрос к вам по поводу стран Персидского залива, так как мы знаем, что после смерти бывшего эмира Катара шейха Хамеда бин Халифа Тани много чего изменилось, в принципе, ну, то есть изменилось с точки зрения позиционирования Катара на международной арене, потому что сегодня нынешний эмир Тамим, он продолжает политику своего отца, и, в принципе, государство имеет большое влияние на международной арене через такие как средства, такие как инструменты, как средства массовой информации. Вот мы знаем, например, Аль-Джазира, известный телеканал во всем мире, но и также через разные проекты глобальные, в которых участвует Катар. Сегодня какое наследие оставил эмир, какая дальше политика будет вестись Катаром, и как это будет влиять тоже на страны Ближнего Востока? Это почему такой интересный вопрос? Потому что, смотрите, мы сколько можем сразу параллели здесь привести. Вы, как специалист по Ближнему Востоку, тем более все это представляете. Оман, что из себя представлял каких-то 50 лет тому назад? Но вступил на престол султан Кабус и совершенно поменял всю суть этого государства. И сегодня мы видим какое-то преуспевающее во всех отношениях государство, да, за счет нефти и газа, как в случае с Катаром. Тоже произошло, когда Объединенные Арабские Эмираты объединялись во главе с вот этим очень талантливым человеком, шейхом Заидом бин Султаном Аль-Нахаяном. Конечно же, и нынешний, вот, собственно, вопрос, связанный уже с Катаром, это есть продолжение вот этих всех примеров. То есть, когда шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани в 95 году, он вступает на престол, для него тоже это было важно. Почему он, собственно, отстраняет от власти своего отца? Потому что он хочет модернизации Катара. Кто об этой стране в мире знал каких-то 40 лет тому назад? Кто? И то же самое и про Объединенные Арабские Эмираты, и про Королевство Саудовской Аравии. Сейчас мы тоже наблюдаем, как Королевство Саудовской Аравии меняет свою политику под видение 2030 эмира Мухаммада бин Сальмана, который хочет поменять общество, хочет поменять, в принципе, позицию Королевства Саудовской Аравии в регионе, то есть показать, что королевство может участвовать в глобальных проектах, участвовать в решении тех или иных задач. И даже мы видим сейчас такую конкуренцию между Абу-Даби и Риядом. Вот. И вот если мы говорим про Катар и про конфликт даже, сейчас мы наблюдаем за конфликтами в странах Персидского залива, как дальше будет обстоять ситуация, как вы думаете? Кстати, вы знаете, вот вы сейчас хороший очень такой пример сказали относительно вот этой конфликтной ситуации. Почему она так даже не то, что конфликтные, а вот этой состязательности, соревновательности. Я всегда вот на своих лекциях говорю о следующем, что то, что сегодня происходит именно в этом регионе, а именно Персидского или Арабского залива, чтобы никого не обижать, да, в данном случае мы можем сопоставить с тем, что когда-то происходило именно уже на территории современной Италии, когда вот эти многочисленные итальянские государства, будь то это Флоренция, это Парма, это там Неаполь и так далее, они соперничали друг с другом за лидерство. И поэтому вот эти все великолепные произведения искусства создавались, архитектурные творения. Вот мы сегодня это во Флоренции все это можем наблюдать, все эти дворцы и так дальше. То есть вот это, кстати, вот этот момент конкуренции, он и подталкивает во многом монархии Арабского залива к тому, чтобы они создавали свою какую-то определенную, очень четкую культурную международную повестку. Самые лучшие там, например, какой-нибудь музей исламской цивилизации. Вот, например, в Шардже, там, да, если не ошибаюсь, там есть какой-то свой совершенно удивительный дворец культуры, там то, что
кто делает уже картинку для Объединенных Арабских Эмиратов, это знаменитый Бурдж-Халифа, например, это что же их международный символ. Катар то же самое, свои музеи, своя культура, то есть они привлекают внимание людей, прежде всего делая ставку на туризм, на бизнес, и таким образом, чтобы они, конечно же, аккумулировали большие финансы и диверсифицировали, конечно, свою экономику, несмотря на богатство, казалось бы, вот всех этих от углеводородов. Хотя, смотрите, Катар почему свою такую построил хорошую, собственно, стратегию? Это, конечно, огромные запасы газа. Это прежде всего. Там одни из самых огромных до настоящего времени, причем они на протяжении еще более чем столетий у них будут, вот, по подсчету специалистов. Поэтому, вот видите, шейх Хамад, он очень успешно в этом отношении поработал. Кстати, надо отметить, это к вопросу. Вот смотрите, вот мы с вами сопоставляем. Да. Есть королевство, не знаю, там Бахрейн рядышком находится. Оно так о себе не заявляет в данном случае, как уже Катаре известно всему миру. Но есть и еще маленький султанат Бруней, там тоже очень много есть и нефти, и газа. Ну а кто знает о Брунее? Это маленький такой небольшой султанат в Юго-Восточной Азии. Почему? Потому что вот там у местных правителей не хватило, по всей вероятности, такого вот желания или идеи, или концепции развивать свою страну в каком-то международном ключе. Николай, это из-за того, что у них нет средств массовой информации, как у Катара. Потому что Катар Аль-Джазира ведет как бы политическую и новостную повестку на арабском, Аль-Джазира уже с середины 90-х годов. Да. Вот, и это тоже определенное влияние, потому что сегодня тот, кто управляет средствами массовой информации, у кого есть те или иные рычаги влияния, либо это было бы через мягкую силу, потому что во многом Катар участвует в разных процессах, связанных там, с образованием, с преподаванием арабского языка, участвует в разных культурных инициативах. Ну, не только Катар, конечно, Объединенные Арабские Эмираты очень активно сегодня участвуют в тех или иных процессах. Вот если мы говорим о той конкуренции, которая сейчас происходит, вот, например, вот, мы знаем, что Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК+, они уже больше не участвуют в тех или иных решениях ОПЕК+ по нефти. Сегодня мы видим эту конкуренцию между Риядом и Абу-Даби. Сегодня мы видим изменения в Европе. Какое будущее ждет этих монархий, то есть насколько они смогут сохранить все это влияние с точки зрения действующих реалий, потому что постоянно система политическая во многих странах менялась. То есть были периоды некой стагнации, был период развития. Сегодня мы видим, как страны Персидского залива даже развиваются больше, чем страны Европы, потому что они участвуют в тех или иных процессах, они открыты к инвестициям, а страны Европы, некоторые из них решили закрыться от внешнего мира, от инвестиций и ограничить те или иные процессы, потому что после той политики миграционной, которая велась в течение нескольких лет, они допустили многие ошибки. То есть они стали понимать, что они вкладывались в то, что не дает конкретного результата, конечного результата, а именно в мигрантов, которые не стали частью общества. Это, конечно, диаметрально такие противоположные темы. Это, мне кажется, вот в данном случае очень интересно с социологической стороны посмотреть. Вот действительно, какие вот эти... У нас есть цифры, просто я вот сейчас не обладаю ими. Это, кстати, очень интересная тема для изучения, исследования, даже целой какой-нибудь научной статьи. Конечно. Вот посмотреть, именно изучить, а вот как меняется вот это отношение той или иной страны по отношению к мигрантам с точки зрения того, сколько они финансов в них вложили, а что они в итоге получили. Они получили равных по своим каким-то достоинством в плане выгоды для государства. Вот со стороны уже этих людей. Они, кем они стали? По профессии? Чем они занимаются? Какой плюс они приносят для страны? Вот это очень такой интересный такой сюжет. Понимаете, но здесь в данном случае вот я бы еще о чем сказал. Вы замечательную вещь абсолютно здесь упомянули относительно того, что все-таки действительно мы сегодня можем констатировать огромнейший рывок, который есть в рамках уже региона Арабского залива. А именно вот эти все наследственные монархии, они во многом являются сегодня носителями такого явления. Вот не случайно я тоже и на лекциях представляю вот эту замечательную книгу, всем рекомендую. Это книга Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума, нынешнего эмира Дубая, «Мое видение». Вот, собственно, там он очень четко об этом и говорит, и это все очень логично выстроено. О том, что сегодня у нас ренессанс арабского мира. Мы делаем для этого все. Мы будем работать столько, сколько потребуется, чтобы наше слово и наше дело
было для всего мира понятно, ясно и звучало прежде всего. Вот сегодня, в данном случае, это мы какие страны можем здесь обозначить? Это, конечно, Саудовская Аравия, уже вами упомянутая, конечно, Объединенные Арабские Эмираты, это Катар. Кстати, может быть, в меньшей степени Кувейт с Бахрейном, потому что они как-то вот не столько, может быть, не столь активно фигурируют в плане какого-то международного бизнеса, хотя, надо сказать, вот если мы посмотрим на Кувейт, а ведь там огромные инвестиции со стороны Китая. Это страна, которая очень серьезным образом будет развиваться благодаря в том числе китайским деньгам. И не случайно, кстати, в свое время, знаете, в конце 19 века на Кувейт большие интересы Германской империи имела. Они хотели вот эту железную дорогу построить вплоть до нынешнего Персидского залива из Багдада, вот таким образом. Ну, понимаете, все-таки стратегическое значение. Это большой товаропоток. Кто бы что ни говорил, но тем не менее корабли, они все идут, Ормузский пролив, на этом сейчас будет делать очень большие деньги Оман, естественно. Это тоже не только Иран, но и Оман. Это тоже каждая из этих стран понимает, какие выгоды могут получить от даже своей географии, прежде всего. Но видите, ставка на туризм. Когда вы делаете очень грамотную ставку на туризм, у вас и получается так, как в Дубае. Там каких-то 50 лет тому назад было сколько там даже, не знаю, там может быть несколько отелей, и то только вот так, чтобы люди приезжали. Те, кто по каким-то небольшим таким столь своим делам. А сейчас это почти 200 отелей, причем они фактически все пятизвездочные, и все туда стремятся попасть, потому что там потрясающие, комфортные условия для проживания, для вас все абсолютно сделано, для вашего развлечения. Поэтому в этом контексте можем мы что с вами констатировать? Да? Все-таки это очень серьезный процесс, связанный с тем, что арабский мир, он еще в большей степени будет заявлять о себе. К тому же арабского, понимаете, мира сегодня по определению много. Это семьи классические, традиционные, где в семье по 5, по 6, а может быть и по 10 детей. То есть эпоха влияния Европы на мировую политику, на мировую экономику уже не так уж Европа влиятельна сегодня, как страны арабского мира. То есть можно сказать, констатировать факт того, что золотой век Европы скоро закончится, и арабский мир будет больше развиваться и будет более развит, чем страны Европы, потому что Европа допустила многочисленные ошибки в миграционной политике, в экономической политике и в решениях тех или иных вопросов. Потому что, как мы сегодня видим, Объединенные Арабские Эмираты открыты для всех, они привлекают инвестиции, они помогают даже приезжим, чтобы они приняли культуру, участвовали в тех или иных экономических и политических инициативах. А Европа сегодня хоть и старается открыться миру, но все равно создает многочисленные для себя проблемы, потому что не выбирает правильных людей и не выбирает правильные страны, с которыми может сотрудничать. То есть, можно ли констатировать факт того, что сегодня уже Европа не та Европа, которая была, 20-30 лет тому назад? Понимаете, проблема Европы, на мой личный взгляд историка, я только с этой стороны могу на это посмотреть, понимаете, очень мало там, понимаете, лидеров такого порядка, как, скажем, генерал де Голль, как Маргарет Тэтчер. Вот таких политических, ярких, серьезных персон там фактически сегодня нету. Был Жак Ширак, действительно очень такой серьезный человек, он был продолжателем все-таки политики де Голля и так дальше. А вот Гельмут Коль, там, например, если взять таких титанов, Ангела Меркель еще действительно такой серьезный политик. А сегодня Европа, она обезличена, понимаете? Там нету каких-то серьезных игроков, вот именно политиков такого серьезного уровня, на которых можно смотреть и равняться, которые могли бы принимать самостоятельные решения. Вот это тоже очень важный момент. Без оглядок на то, что там кто-то где-то скажет им за океаном или еще что-то. Это тоже очень такой, понимаете, показательный сюжет. А разве страны Персидского залива независимы сегодня от Соединенных Штатов Америки? Смотрите, как интересно. Вот в данном случае, наверное, здесь уже вопрос когда идет относительно этого региона, к вам, вот как специалисту по Ближнему Востоку, потому что вы больше знаете характер этих людей, культуру их. И, понимаете, арабский мир все-таки это мир всегда, где определенное есть многоточие при улыбке на лице, некая недосказанность. То есть мы всегда к вам хорошо расположены, мы вас очень любим, мы вас ценим, но у нас есть свои интересы. И в этом смысле это тоже очень хороший показатель того, что, понимаете, для арабского мира важно, как мне представляется вот сегодня, какая у них политика, многополярная.
Многополярная, они дружат и со странами Запада, и с различными другими странами Востока. Они пытаются найти общий язык. Для них выгодно, прежде всего, то, что им делает финансовое состояние и благополучие. Но зачем же портить отношения с Америкой, с Россией или еще там с какой-нибудь страной? Находить надо общий язык, договариваться, общаться. Тем более, что, смотрите, вот по поводу вот этого плюрализма определенного и умения договариваться. Самая успешная федерация из всех арабских, которая была вообще на протяжении всей истории, это Объединенные Арабские Эмираты. Существует уже 55 лет. Кстати, в этом году юбилей, да, в июле месяце 1971 года был этот знаменитый шаг, клятва верности, которую произнесли тогда, правда, 6 в начале Эмиратов, а потом уже присоединился следующий Эмират в 1972 году. Понимаете, то есть к вопросу о том, что арабский мир, он всегда умеет находить общий язык. Европа в этом смысле, она, вот видите, как-то пытается, но там есть какие-то свои собственные принципы, от которых она не может отказаться. Вот только ей понятными принципы. Почему она может так к России относиться. А там, понимаете, уже история. А кому Россия была всегда симпатична в европейских делах? Вы знаете, вот если мы посмотрим на 18 век, это Екатерина II, сколько она должна была усилий приложить для того, чтобы Россия себя действительно утвердила на регионах таких, как вот, например, это Балканский регион, влияние в Черноморье и так далее. Если бы не Потемкин, величайший вообще гений наш, мудрый, военный руководитель и так далее. Понимаете, и сразу Австрия была против. Это вот регион, который был всегда для нее важен, это Балканы, сколько Россию туда не пускали. И так далее. Великобритания не могла отдать какое-то добро, чтобы Россия, не дай бог, там контролировала Босфор, Дарданеллы. Ключевые моменты. Всегда палки в колеса вставлялись. Поэтому в данном случае, понимаете, мы, живя в России, смотрим на мир со своей стороны. В арабском мире смотрят со своей, в Европе со своей. И все преследуют, безусловно, свои интересы, потому что сегодня арабский мир — это тоже одна из таких цивилизационных точек и ведущих, прежде всего, геополитических центров. Вот, кстати, это большое спасибо тем политическим руководителям арабских стран Персидского залива, которые к таким итогам подошли сегодня. И мы с вами, если посмотрим, капитал-то какой у семьи Аль-Нахаян? Это триллионы долларов. Это огромный капитал. Причем это те деньги, которые идут на благополучие граждан, на благополучие, прежде всего, климата финансового в государстве и на укрепление позиций страны в мире. Спасибо большое, Николай, за участие в нашей программе. Сегодня мы обсудили правящие династии в Европе, в странах залива, ну и, конечно, посмотрели на то, как все изменилось в мире, насколько сегодня мир меняется, насколько сегодня правящие династии влияют на те или иные политические, экономические процессы. И также сравнили Европу с странами залива, потому что сегодня во многом наблюдается некое большое изменение в мире, потому что мы видим, как страны залива доминируют в тех или иных политических, экономических вопросах, и как Европа теряет свою значимость во многих процессах, потому что Европа стала более ограничена, стала не влиять на многие процессы и не участвовать во многих процессах из-за некого влияния со стороны Соединенных Штатов Америки, из-за некой политики, которая стала создавать проблемы для Европы. Было бы это связано с миграционной политикой, с экономическими вопросами, либо даже с взаимодействием с Российской Федерацией. Спасибо большое за просмотр нашего выпуска. Подписывайтесь на наш канал, ждите следующий выпуск. Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. Акнотика — это новое слово остекления объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна Акнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет — не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Акнотика. Надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.